Всем привет! Продолжаем нашу серию образовательного контента. Сегодня у нас личный кабинет техника, личный кабинет администратора лаборатории. Кстати, напоминаю, что мы запустили розыгрыш интраоральных сканеров. Основное уведомление на рабочем столе личного кабинета, на главной странице личного кабинета. А все комментарии и содержание данного розыгрыша во вкладке «Обратная связь». Вот он здесь будет пульсировать у вас и будет подсвечено, что присутствует сообщение. Так, что ж, давайте рассмотрим кабинет техника. В принципе, меню, как я и говорил, оно схоже с меню врача, с меню администратора клиники, за некоторым исключением. Значит, у нас входящие заказы. Если у клиники, на стороне клиники были просто заказы их создания, то тут у нас входящие заказы. Здесь во входящих заказах техник, администратор лаборатории видят все входящие заказы, на какой они стадии находятся, кто исполнитель, сроки, пациент, зашифрованный, как я говорил, без фамилии и имени, заказчик и тип работы. Сейчас мы вернемся к этой вкладке после того, как пройдемся по основному меню. Настройка лаборатории. Здесь подразумевается вся информация о лаборатории, те виды работ, которые лаборатория выполняет для того, чтобы при поиске данной лаборатории, ну не данной лаборатории, а при поиске лаборатории врач, выбрав тот или иной вид работ, получал релевантные предложения именно тех карточки тех лабораторий, которые выполняют конкретные виды работ. В данном случае мы видим, не весь перечень работ выбран. Также у нас есть здесь возможность работать с иными лабораториями у каждой лаборатории. То есть мы понимаем, что лаборатория не всегда закрывает весь перечень работ, поэтому есть такая возможность изготавливать изделия для техников, для лабораторий. Здесь в этом меню мы выбираем те виды работ, которые мы готовы выполнять для своих коллег, и сохраняем. И в самом низу у нас есть возможность, у администратора лаборатории есть возможность прикрепить актуальный действующий прайс лаборатории. Во вкладке «Участники» мы видим весь состав лаборатории, техников, их роль. Можем здесь менять их роль, просто техник или администратор. Ну и также вкладка «Приглашение». Либо приглашаем новых сотрудников, либо делимся информацией о своей лаборатории, скопировав данный ID и передав его в дружественную клинику для того, чтобы оперативно вас нашли в списке существующих лабораторий. Входящие со сканера – это аналогичное меню, как на стороне клиники. Единственное, что там мы прописываем данный адрес электронной почты в меню интраорального сканера, то на стороне лаборатории это может быть софт лабораторного сканера. Остальное все точно так же. Далее, подрядчики. Это в случае того, когда не мы являемся исполнителем работ для техников и лабораторий, а когда нам требуется выполнить какую-то работу в сторонней лаборатории, в сторонней организации, тогда мы переходим в меню «Подрядчики», выбираем себе подрядчика, выбираем тип работы, который нам нужен, и отправляем заявку на изготовление. Реестр работ по аналогии с клиникой, реестр выполненных работ с возможностью выгрузки PDF-файла и передачи в бухгалтерию при необходимости, и вкладка «Рейтинг». Ну и также реферальный кабинет. Здесь основной профиль клиники, лаборатории заполняется, и можно отметить вкладочку «Получать пуш-уведомления» или «Не получать». По шапке здесь все точно так же. Возможность удаления аккаунта при
том, что все заказ-снаряды сданы, или вы роль администратора передали другому пользователю. Итак, переходя во вкладку «Заказы», администратор лаборатории видит в первую очередь входящие заказы со стороны клиники. Они поступают со статусом «Новый» и, соответственно, пока еще не распределены среди сотрудников лаборатории. После того, как администратор лаборатории понимает, изучив заказ-снаряд, понимает, что за тип работ, понимает загруженность своих коллег, он может распределить эту работу между участниками лаборатории. Здесь заказ-снаряд, как вы помните, это напутственные слова врача. Их можно, в принципе, зафиксировать, если там есть какая-то ценная информация. Здесь мы видим прикрепленные файлы. Видим всю ту информацию, которую нам оставил врач. И можем назначить того или иного техника для выполнения данной работы. После того, как назначен техник, технику приходит, во-первых, уведомление о том, что ему поступил новый заказ на выполнение, и администратор двигает работу. Если есть необходимость уточнить, он может поставить статус уточнения, тогда уведомление приходит врачу с необходимостью внести какие-то уточнения, и этот комментарий появится в чате согласования. Либо, если информации достаточно для того, чтобы приступить к работе, то мы переводим статус в работе. Опять же, с переводом в новый статус уведомления также получает врач. По данному меню, в принципе, мы на стороне врача более подробно это все обсуждали. Еще раз повторюсь, на стороне техника это возможность двигать заказ-снаряд и изменять его статус до момента «Отправлено». И только после того, как определен статус «Отправлено», мы ожидаем добрых вестей от нашего врача о том, что работа сдана. Также во вкладке «Входящие» у нас есть возможность получать заказ-снаряды от лаборатории. То, о чем я говорил, статус изменен, пуш-уведомление у нас внизу появилось. Также у нас во вкладке «Входящие» есть входящие от клиник, это то, что нам направляют врачи, и входящие от лаборатории. Чтобы тут не перемешивалось, мы видим возможность переключения. Это когда у нас речь идет о подрядчиках, о субподрядчиках. Смотрите, например, у нас возьмем последний заказ-снаряд. Допустим, наша работа предусматривает какую-нибудь большую историю, допустим, работа на шести с титановой балкой с ответной частью из циркония. Мы понимаем, что в нашей лаборатории мы можем выполнить все, кроме фрезеровки титановой балки, допустим. Мы переходим во вкладку «Соисполнители». Во вкладка «Соисполнители» это дополнительный техник, который может принимать участие в данной работе. То есть мы можем закреплять ту или иную работу за несколькими техниками. Для того, чтобы, к примеру, если существует у кого-то практика наставничества или старший техник, для того, чтобы мониторил эту ситуацию и подсказывал основному технику, основному исполнителю, можно дополнительно добавлять в заказ-снаряду еще одного техника. Хочу также сказать, что администратор видит все чаты переписки всех работ, а исполнители техники видят только свои работы. Я хотел сказать про субподряд, мы как раз ниже опустимся. Субподряд. Отдать субподряд — это значит, что мы хотим часть работ из этой работы передать в дружественную лабораторию для выполнения. Мы передаем субподряд, открыть каталог
тех лабораторий, которые выполняют необходимый перечень работ. Выбираем перечень работ, титановая балка, выбираем из каталога лабораторий те лаборатории, которые выполняют данный перечень работ, и отправляем в работу. Соответственно, данная лаборатория получит уведомление о том, что вам поступил новый заказ. Опирались на свой опыт, понимаем, что это ценно, возможность передачи в субподряд каких-то элементов, хирургические шаблоны, к примеру, титановые балки, это все актуально. Также бывают случаи режимов технического обслуживания оборудования или поломок, поэтому лаборатория всегда должна иметь возможность оперативно передать информацию соисполнителю. Информация о клинике, о пациенте никакая не передается нашему субподрядчику, передается только сухая сжатая информация о конкретном этапе работ. В принципе, что касается кабинета, лаборатории, у меня все. Больше тут добавить нечего. Поэтому всем спасибо. Хорошего дня.